Всем привет! Сегодня хочу рассказать про химию, которую пользуем в бассейне. В воде уже почти 2 недели, и, как видите, бассейн в идеальном состоянии. Вода одна и та же, ее еще ни разу не меняли. Что вообще работает в системе, кроме химии? К бассейну у нас подключен 2-кубовый насос Best Way, который качает 2 кубометра воды в час. Песчаный насос. И стоит скиммер, подключенный к системе вместе с фильтр-насосом. Скиммер затягивает сверху всю грязь, вещь очень классная. И при всем при этом грязь не успевает садиться на дно. За счет этого бассейн остается чистым. Но, кроме этого, очень важным составляющим является химия, которую добавляют непосредственно в воду. В нашем случае химию мы используем без хлора. Это кислородная химия МАК Эко. В такой вот коробке она продается. Вот с таким вот внутри идет 3 препарата. Один понижает pH воды, второй дезинфицирует и удаляет водоросли. На третьем написано то же самое: удаление бактерий и водорослей. Заливать надо все 3. Первым обязательно контролировать уровень pH, за ним второй, затем третий. Мерный стаканчик в комплекте и вот такие вот тест-полоски. Этими тест-полосками мы сейчас и будем замерять уровень нашего pH. Потому что уровень pH в данном случае является одним из самых основных таких вот факторов. Если не держать уровень pH в норме, а норма идет от 7 до 7,4, то все остальные препараты просто будут бессильны. Они почти не будут работать. Так, ну что? Что у нас тут? Ну что, проверяем. По инструкции опустить на 1 секунду, через 15 секунд сравнить с эталонным образцом. Раз. И ждем 15 секунд. Так, что мы видим? Видим мы, что у нас почти 7,6 показывает тестер. Между 7,2 и 7,6. Красноватая идет такая квадратик. Ну вот. Поэтому сейчас будем снижать первым делом уровень pH. И как видим, второй тест у нас идет на хлор, свободный хлор. А хлора у нас в воде 0, потому что химия у нас без хлора. Так, pH будем опускать сразу на 5. Сразу на 0,5 будем опускать pH, чтобы он ушел у нас в норму, в оранжевый цвет. Что у нас написано в инструкции? А в инструкции по первому препарату, который снижает у нас непосредственно pH воды, написано, что на каждый 0,1 показатель pH надо добавлять на наш бассейн, а у нас 366 на 0,76, 45 миллилитров, чтобы понизить на 0,1. Значит, в нашем случае мы будем добавлять, чтобы снизить на 0,5, 220 миллилитров средства. Так, а добавлять мы его будем в скиммер.
Чуть-чуть разбавим сразу с водой, добавим скиммер. Скиммер его прогонит через насос, выплюнет с той стороны. Тем самым хорошо будет перемешиваться бассейн. Ну, дадим ему после этого поработать, пускай часика 2. Посмотрим, насколько снизится уровень pH. А чтобы все это дело у нас смешалось гораздо быстрее, включим наш насос на циркуляцию, а не на фильтрацию. При всем при этом у него почти не будет сопротивления за счет того, что не через песок пойдет вода. И он гораздо сильнее у нас будет мешать. Вон сразу как пошла работать. Скиммер вода. И струя воды у нас. Ого, какая струя воды. Всем струям струя. Так, ну что. Добавляем нашу жижу. Возьмем мерный стакан. Добавим 200 мл pH минуса. Так. Вот примерно так. миллилитров. И все это дело сейчас мы еще зачерпнем сюда водички и выльем скиммер. Так, ну что, пойдем зальем. Значит, добавили 200 мл нашего pH минуса. Немножко разбавим его водой. И зальем все это дело в наш скиммер. Все, теперь ждем 2 часа, пока перемешает весь бассейн. Через 2 часа продолжим. Прошло 2 часа. Бассейн, я думаю, перемешался в режиме циркуляции. И теперь сделаем еще один тест на pH. Посмотрим, как работает наш pH минус. Опускаем на секунду, как сказано в инструкции, и ждем 15 секунд. Через 15 секунд переложим к нашему эталону, который у нас нарисован на... Так, и что мы видим? Отлично, pH ушел вниз. Сейчас он у нас где-то 7,2. Даже может быть чуть светлее. Между 6,8 и 7,2. Ну, то, чего мы и ожидали. Все хорошо. Хлора, смотрим, 0, как и было. pH 7,2. Значит, после этого можно добавлять остальную химию. Значит, следующим препаратом у нас будет Мак Эко 2. Это альгицид, между прочим. Средство для удаления водорослей и бактерий. В инструкции указано, что добавляют его при первичной обработке в нашем объеме 56 мл. При вторичной, это уже как у нас второй раз, даже третий раз мы добавляем, это 30 мл. Кстати, в инструкции сказано, что когда собираешь бассейн, нужно обязательно обмазать стенки бассейна этим средством. Сделать водный раствор с ним и намазать стенки бассейна. Тогда водоросли образовываться не будут. Так, значит, добавляем 30 мл. Вот она у нас. Этой волшебной синей жижи. 30 мл.
Где наш мерный стаканчик? Мы это выльем в большой мерный стакан. Так, мерный стакан разбавим водой. И аккуратненько все это дело у нас пойдет в скиммер. Опять же, все в режиме циркуляции. Сейчас все это дело быстренько перемешается насосом в режиме циркуляции. Ну, давайте подождем еще часик. И после этого будем добавлять третий препарат. Все. Прошел еще час. И добавляем третье средство. Третье средство МАК Эко-3. Средство для удаления водорослей и бактерий без хлора. В инструкции про него написано, опять же, что при первичной обработке... Ой, ветерок поднялся. Что при первичной обработке на наш объем добавляется 56, при вторичной 35. Ну, может, третий раз сделаем, поэтому 35. Ой, простите, не 35, а 30. Так, уносит ветром нашу мерную емкость. Вот так вот сюда. 30 миллилитров. Опа. Полную. Ну и по традиции мерный стаканчик выливаем в большой стаканчик. Промоем. Так, а все это дело добавляем, опять же, в наш скиммер. Через него все проциркулирует по системе и перемешает. Вон, видите, в скиммер все подряд: жучки, паучки, всякий мусор. Очень классная штука. Все. И вот таким вот образом, при помощи этого средства, набора этого средства, вода в бассейне уже вот вторую неделю чистая, прозрачная, ни намека на муть. Все здорово. Поэтому обязательно пользуйтесь какими-нибудь средствами, чтобы все это дело не кисло, не гнило и не превращалось в зеленое болото. Если у вас купаются в бассейне маленькие детки, по возможности избегайте хлора, потому что на него могут появляться аллергические реакции. Вот, как-то так. Больше про эту химию рассказать нечего. Я доволен. Дальше выводы делайте сами, покупать или нет. Кислородная химия, которая без хлора, она в 1,5 до почти в 2 раза дороже, чем химия с хлоркой. Зато ни запаха, ничего в воде не присутствует. Мы довольны. Поэтому, кому понравилось, подписываемся на канал, ставим лайки. Буду периодически выкладывать всякие интересные няшки про бассейн. Ну и посмотрим на воду через месяц. Воду менять в бассейне я пока не собираюсь. Буду пользоваться одной и той же. При помощи нашей химии и песчаного насоса Best Way. Песчаного фильтр-насоса. Потому что 50% результата чистой воды — это химия, а 50% — это, конечно же, фильтрация. Без фильтрации никуда. Все. Всем пока!